Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простые творожные ПП-капкейки. Это нежные ванильные капкейки с курдом из черной смородины и шапочкой творожно-ягодного крема. Готовятся они очень легко, а в одном таком капкейке целых 20 грамм белка. Для теста нам понадобится 160 грамм творога. Здесь подойдет любой качественный творог. Также нам понадобится 140 грамм йогурта, и часть йогурта я сразу отправляю в блендер, чтобы было проще измельчить творог. Тщательно измельчаем до полной однородности. Чем более гладкая получается масса, тем лучше. Перекладываем ее в чашу для смешивания. Сюда же оставшийся йогурт и одно крупное яйцо. Перемешиваем венчиком. И отдельно соединяем сухие ингредиенты. Если у вас есть специальное сито для просеивания муки, то очень удобно сразу в нем соединить все сухие ингредиенты. 50 грамм муки, у меня это 40 грамм муки зеленой гречки и 10 грамм кукурузной муки. Мука зеленой гречки одна из моих любимых по полезности, а кукурузная дает чуть более рыхлую текстуру, которая будет очень кстати в этих капкейках. А вы можете использовать свои любимые виды муки. Сюда же добавляем 3 грамма соды, 5 грамм подсластителя и полграмма ванилина. Можно использовать и натуральную ваниль, либо цедру лимона, апельсина, в общем, какой-то другой дополнительный аромат. Соединяем сухие ингредиенты с жидкими и тщательно перемешиваем. Получается довольно густое тесто. Перекладываем его в кондитерский мешок. Это поможет аккуратно распределить тесто по формочкам. Я сегодня в качестве эксперимента использую одноразовые бумажные формочки, у которых защипнут верхний край. Для таких формочек не требуется дополнительных приспособлений, которые будут их удерживать, они не расползутся. Но нужно обязательно промазать их маслом изнутри, так как это тесто не содержит масла. В конце видео я покажу результат выпекания в этих формах. Сразу скажу, он меня не особо порадовал. Капкейки лучше выпекать на решетке или нижней стороне противня. Наполняю форму тестом из кондитерского мешка примерно на 2/3. Густое тесто рекомендую выкладывать именно из мешка, потому что другими способами будет очень трудно распределить его. Выпекаем при температуре 170 градусов Цельсия около 25 минут. В это время приготовим начинку и крем. Для этого нам понадобится 200 грамм черной смородины, у меня размороженная. Ягоду нужно тщательно измельчить в пюре с помощью блендера. Чтобы избавиться от косточек и шкурок, пропускаем пюре через сито. Тщательно перетираем ложкой. Получается 140 грамм однородного ягодного пюре. Для курда нам понадобится 100 грамм пюре. Перекладываем в сотейник. Оставшиеся 40 грамм понадобится в крем. А в сотейник также добавляем 2 желтка и 8 грамм подсластителя. Тщательно перемешиваем. Сладость в начинке и креме регулируйте в зависимости от ваших предпочтений и степени кислости вашей ягоды. Увариваем курд до загустения. Температура готовности курда 82-84 градуса Цельсия. Вот такая консистенция должна получиться, он совсем немного загустел. Если хотите более густую начинку, то можете добавить в эту теплую массу масло, застывающее в холодильнике, например, кокосовое, сливочное или масло ги. Либо перед увариванием добавить буквально 2 грамма крахмала. У меня начинка полужидкая, и она еще немного загустеет при охлаждении. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Осталось приготовить простой крем. Для этого нам понадобится 300 грамм вкусного творога. Важно также, чтобы в нем не было лишней жидкости и слишком жестких крупинок. Тщательно измельчаем в максимально гладкую плотную массу. Если у вас блендер лучше измельчает более жидкие массы, то можно еще перед измельчением творога добавить все остальные ингредиенты в крем. А я добавляю оставшееся ягодное пюре. Его я прогрела в сотейнике в целях стерилизации. Это важно, если ваши капкейки будут храниться сутки или более. Сюда же добавляю 13 грамм подсластителя и 10 грамм сухого молока. Сухое молоко не обязательно, но оно немного смягчает творожную кислинку и дарит крему сливочный оттенок вкуса.
Перемешиваем с помощью блендера все ингредиенты в однородный крем. Вот такой нежно-сиреневый оттенок получился. Про творожный крем, как всегда, предупрежу. Он только для тех, кто действительно любит творог. Остальные вряд ли получат от него много удовольствия. Им лучше выбрать любой другой вид крема. Подойдут все варианты без творога, которые используются для покрытия тортов. Крем должен хорошо держаться на лопатке. В этом случае он будет хорошо держать форму и не будет растекаться. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой. У меня насадка «Открытая звезда». Подталкиваем крем к уголку. И теперь у нас все готово для сборки капкейков. Достаем капкейки из духовки. Готовность можно проверить зубочисткой, она должна выходить сухая. Нужно дать кексам полностью остыть. Вырезать отверстие я предпочитаю с задней стороны насадки. Так получается довольно широкое отверстие, в которое поместится много начинки. Выберите насадку с самыми острыми краями, так как верхняя корочка не совсем легко прорезается. Прокручиваем и достаем. Мякиш остается внутри насадки. Он очень мягкий и сочный. Также поступаем со всеми капкейками. Наполняем их курдом. У меня получается примерно по 20 грамм курда на капкейк. Это довольно щедро. И сверху отсаживаем шапочки крема. Обязательно закрываем серединку, чтобы вся начинка была под слоем крема. Примерно по 55-60 грамм крема на капкейк. Декорировать капкейк можно чем угодно. Особенно красиво смотрятся ягоды или зелень. У меня просто листики мяты. Простой и очень аппетитный десерт готов. Получился такой нежный пастельный оттенок крема. Очень приятно, что в таком капкейке весом 125 грамм целых 20 грамм белка. А теперь я покажу, как эти капкейки получается распаковывать. Так как масла в тесте нет, при раскрытии формочки часть капкейка уходит вместе с ней. Мне даже не помогло смазывание формы маслом, как видите. Так что могу вам порекомендовать все же печь эти капкейки в силиконовых формах, спокойно вынимать готовое изделие и переставлять в любую красивую бумажную форму. Давайте посмотрим, что внутри. Мягкий и нежный капкейк с яркой и насыщенной ягодной начинкой. И шапочка из творожно-ягодного крема. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!